Как же можно усилить магнитооптические эффекты в нанофотонных структурах? Начну я с того, чтобы вспомнить, какие есть магнитооптические эффекты. Вообще они делятся на два типа. Эффект Фарадея и эффект Фохта относятся к эффектам, которые работают на пропускание света, и три магнитооптических эффекта Керра работают для отраженного света. В целом можно сказать, что магнитооптические эффекты проявляются в изменении состояния света, то есть его поляризации либо интенсивности. Изменение интенсивности среди этих эффектов происходит только при экваториальном эффекте Керра, который наблюдается в отражении при намагниченности перпендикулярной плоскости падения света. Во всех остальных эффектах меняется либо плоскость поляризации света, либо появляется инэллиптичность, либо оба этих явления происходят. Так зачем же усиливать магнитооптический эффект? В частности, для приложений. Особенно это важно для сенсорики, то есть когда на поверхность магнитной пленки наносятся либо биологические, либо химические объекты и меняет показатель преломления. И магнитооптика как раз позволяет усилить разрешающую способность такого прибора. То есть если вот синим показано смещение оптического резонанса при изменении показателя преломления, то красным показано изменение магнитооптического резонанса. Видно, что магнитооптический резонанс гораздо острее, так сказать. То есть можно измерить гораздо меньшее изменение показателя преломления, то есть концентрации каких-то веществ, которые попадают на пленку. Тут возникает вопрос, что же понимать под словом усиление. В английской терминологии enhancement тут не надо путать с amplification, когда вот есть лазер, допустим, там происходит усиление света за счет накачки среды, то есть активное усиление. Здесь же в магнитооптике мы будем подразумевать усиление по сравнению со случаем плоской пленки или там, допустим, устройство, когда только один раз проходит свет и так далее. То есть сравнить относительно случая, когда нет никакого резонанса или каких-то дополнительных ухищрений. Так что же понимать под усилением? Во-первых, можно понимать увеличение просто угла поворота поляризации, допустим, для эффекта Фарадея, который вычисляется вот по такой формуле. В некоторых случаях под усилением понимают увеличение не просто угла, а угла на единицу длины, то есть удельного поворота плоскости поляризации. В некоторых случаях удобно для измерения усиления брать вот такую величину, которая называется в английской терминологии figure of merit, и вычисляется как угол поворота, деленный на затухание. То есть, грубо говоря, мы можем взять бесконечно длинную среду, но если она поглотит весь свет, то мы ничего не сможем задетектировать. Поэтому в этой величине используется затухание, которое очень важно, допустим, для практических применений в сенсорах. А для модуляторов очень важно поворот плоскости поляризации как можно больше. И как же усилить эффект Фарадея, допустим, магнитооптический, сразу видно из формулы. То есть здесь есть два пути, которые нам говорит V, это константа Верде, которая зависит от материала. И первый момент, можно увеличивать, допустим, внешнее магнитное поле, что приводит к увеличению угла Фарадея. Но бесконечно это делать нельзя, потому что у любого материала есть насыщение намагниченности, которое проявляется в некоторых полях. И вот на этом слайде, допустим, приведены графики измерения гистерезиса. И видно, что есть поле насыщения, когда уже при увеличении внешнего поля намагниченность не увеличивается, то есть угол поворота Фарадея тоже не меняется. То есть у этого способа есть ограничения. Второй путь — это увеличить длину активного вещества, магнитооптически активного вещества, то есть увеличить путь света внутри вещества. На слайде представлено такое устройство, которое было реализовано в статье авторов. Они взяли магнитооптически активный волновод оптический и просто за счет увеличения действительно длины вещества, внутри которого проходит свет, они добились огромного угла поворота Фарадея.
соответственно, оптическое волокно было помещено в катушке соленоида. Такая достаточно простая идея. Как еще можно увеличить магнитооптические эффекты? Например, для эффекта Фарадея известно, что он является невзаимным. То есть свет, который проходит слева направо, получает угол поворота поляризации бета, и когда он, допустим, отражается от зеркала и проходит в обратную сторону, он не поворачивается обратно, а доворачивается еще на такой же угол. Получается двойной угол Фарадея. Здесь это явление называется невзаимность, индуцированная именно на магнитности вещества. В то время как для естественной оптической активности, когда есть вещества, когда просто плоскость поляризации поворачивается без внешнего магнитного поля. Но в этом случае невзаимности не существует. То есть, допустим, для глюкозы, для сахара отраженный свет, прошедший в обратном направлении, довернулся бы обратно и стал снова бы вертикально поляризованным. Магнитооптика снимает вот эту инверсию обращения времени, как иногда говорят, и появляется невзаимность. Таким образом, можно взять не длинное вещество, но несколько раз по нему прогнать, так сказать, свет. То есть увеличить путь прошедшего света за счет мультипроходности. Конечно же, это нам не дает наноустройств в перспективе, но дает вот такие интересные применения, как, например, анализаторы газов. То есть вот на слайде представлена ссылка на статью, в которой мультипроходный магнитооптический прибор был использован для детектирования концентрации кислорода в атмосфере. То есть такая вот газовая камера, где не нужны наноустройства, вполне можно вот такое мультипроходное устройство использовать. Как же усилить магнитооптические эффекты на резонансах? То есть не прибегая к увеличению длины, то есть увеличению размеров устройства, это можно реализовать в нанофотонных схемах. Ну, для начала, конечно же, такая идея была реализована для довольно привычного резонатора Фабри-Перо, когда было взято два диэлектрических зеркала, и между ними магнитоактивная среда, магнитооптически активная. И было показано и численно, и экспериментально то, что при резонансе Фабри-Перо, то есть при резонансе прохождения, также наблюдалось резонанс угла Фарадея. Ну, по сути, здесь получается вот такое мультипроходное, так сказать, мультипроходное устройство, когда на выходе мы видим уже свет не прошедший напрямую, а многократно отраженный внутри зеркал. Видно, что резонанс угла Фарадея совпадает с резонансом прохождения оптического. То есть, по сути, резонансное усиление магнитооптики будет там, где наблюдается просто оптический резонанс. То есть для микроструктур нужно найти оптический резонанс, добавить туда магнитооптику, то есть какой-то магнитооптически активный материал в наноструктуру, микроструктуру, и стоит ожидать усиления магнитооптики вблизи оптического резонанса. И далее рассмотрим различные типы резонансов, то есть это микрорезонаторная мода Фабри-Перо, оптические состояния там, возбуждение волноводных мод, возбуждение поверхностных плазмон полиэретонов, какие-то гибридные моды, то есть связь поверхностных плазмон полиэретонов и волноводных мод. И в заключении рассмотрим так называемые резонансы МИ в диэлектрических структурах. Начнем с микромагнитной моды, которые были усиление магнитооптики, на которых было продемонстрировано в начале 2000-х годов. В частности, была взята вот такая структура, когда в виде зеркал резонатора выступали два бреговских зеркала, то есть многослойные диэлектрические структуры, прозрачные в видимом диапазоне, а между зеркалами помещался магнитооптический слой весьмозамещенного железоитриевого граната, сокращенно ЖИГ. Это очень хороший материал для магнитооптики, потому что это, во-первых, диэлектрик, который в то же время является ферримагнетиком, ну, то есть
приближенно его можно считать макроскопическим ферромагнетиком, то есть он обладает намагниченностью и обладает достаточно хорошей герацией и часто используется именно в магнитооптических устройствах. Так вот, в такой структуре, когда между двумя зеркалами помещен микрорезонаторный слой железоитриевого граната, внутри спектра пропускания этой структуры появлялся вот такой пик, который соответствует дефекту в многослойной структуре. И на этом же пике пропускания наблюдалось усиление магнитооптического эффекта Фарадея. И как показали авторы, оно составляло примерно 10 раз по сравнению со случаем просто пленки Жига без внешних бреговских зеркал. Так вот, такие многослойные структуры, содержащие магнитооптические слои, были названы магнитофотонными кристаллами. Ну, вот примерно в одно и то же время вышли два обзора. Один назывался Magnetic Photonic Crystals, второй Magnetophotonic Crystals в англоязычной литературе. На русском языке терминология сохранилась такая магнитофотонные кристаллы. В принципе, сейчас перешли именно к Magnetophotonic Crystals. Собственно, для микрорезонаторной моды наблюдалось усиление эффекта Фарадея. И, как я уже сказал, такая структура называлась магнитофотонные кристаллы. Но вообще стоит вспомнить, что такое фотонные кристаллы. Фотонные кристаллы, как ни странно, получили свое название по аналогии с обычными кристаллами, то есть со структурами, которые имеют периодичность. И подобно электронам в твердом теле, то есть в кристалле, где есть периодичность, фотон в периодической структуре приобретает такие же свойства. То есть появляются запрещенные зоны, то есть частоты, на которых свет не может распространяться внутри структуры. Фотонные кристаллы разделяют на одномерные, двумерные и трехмерные, то есть когда периодичность есть в одном, в двух или в трех направлениях. А так же появляются запрещенные фотонные зоны за счет многократной интерференции света. То есть падающий свет проходит сквозь свои многослойные структуры и отражается от каждой границы. И, соответственно, отраженный свет может интерферировать либо конструктивно, то есть усиливаться в отражении, либо деструктивно, то есть проходить гораздо лучше, чем отражаться. И появляются так называемые фотонные запрещенные зоны для тех длин волн, которые не могут пройти сквозь структуру, то есть интерферируют на выходе деструктивно. И типичный спектр пропускания фотонного кристалла показан вот на этом графике. То есть есть широкая полоса частот, либо длин волн, когда свет абсолютно не проходит. То есть это многослойное бреговское зеркало. Это можно рассмотреть как по аналогии с твердым телом, то есть рассмотреть дисперсию фотонов в такой структуре. Если для непрерывной среды она является линейной, то на границе, когда k равняется π, деленное на a, где a — это период структуры, фактически можно свернуть вот эту дисперсию внутрь одной ячейки, и на краях зоны Брюлиена дисперсия должна иметь нулевую производную. Таким образом появляется запрещенная зона для фотона, которая по-английски называется photonic bandgap. Чем больше контраст между двумя материалами, я имею в виду оптический контраст, то есть разница показателей преломления между двумя материалами в структуре, тем шире вот эта запрещенная зона. Дальше она бывает первого порядка, второго порядка по частоте и так далее. Вот здесь немножко видно эту вторую запрещенную зону. И фотонные кристаллы, благодаря вот их таким особым хитрым свойствам, они могут применяться, например, для создания двумерных волноводов или трехмерных волноводов, то есть когда двумерный фотонный кристалл запирает свет внутри так называемого core, то есть сердцевины волновода. И в природе они встречаются. Например, есть виды бабочек, у которых окраска обусловлена не с химическим составом крыльев, а их вот такой вот фотонной структурой. То есть если их измельчить для создания краски, вот эта бабочка, ее крылья не станут
не голубыми, то есть вот порошок из этих крыльев будет не голубой, а серый. Так вот некоторые племена в Африке до сих пор не могут понять, почему они не могут использовать определенные виды бабочек для создания раскрасок. Ну и вот перо павлина под микроскопом выглядит тоже как трехмерный фотонный кристалл. То есть вот эти радужные цвета, они обусловлены не химическим составом, а именно наноструктурой материала. Так вот, для магнитооптики фотонные кристаллы играют большую роль, потому что вот это положение пика пропускания можно в спектре можно менять, задавая толщину магнитооптического слоя в микрорезонансном слое. Во-вторых, можно сделать двойной слой и получить два пика. И опять же, варьируя параметры структуры геометрические, можно сдвигать по длине волны резонанс магнитооптики, что может быть интересно для практических применений. Однако не только микрорезонаторная мода приводит к усилению эффекта Фарадея в магнитофотонных кристаллах, но также, если взять структуру, в которой нет резонатора, то есть просто многослойное диэлектрическое зеркало, в котором слой магнитооптический чередуется с оптическим слоем без гирации, то получится, опять же, фотонная запрещенная зона, а усиление магнитооптики будет происходить на краях этой запрещенной зоны. Тоже имеет такой резонансный вид, но здесь немножко другая физика. То есть если в предыдущем случае свет многократно отражался от брековских зеркал и проходил через магнитооптическую среду, то здесь можно показать аналитически, что усиление магнитооптики происходит за счет замедления света. То есть на краях запрещенной зоны практически нулевая производная дисперсии света. И получается, что скорость групповая тоже стремится к нулю. Если вот в этой статье аналитически показано, что угол поворота Фарадея обратно пропорционален групповой скорости и фазовой скорости. То есть чем меньше скорость света внутри структуры, тем больше угол поворота Фарадея. И, собственно, в эксперименте это наблюдалось. Магнитофотонные кристаллы могут быть использованы для усиления магнитооптики не только в микрорезонаторных модах или на краях запрещенной зоны, но также для создания других оптических резонансов, так называемых оптических состояний Тама. Опять же, этот термин пришел в оптику из физики твердого тела, где состояние Тама образуется на границе периодического потенциала и непрерывного, то есть состояние электрона. То есть, грубо говоря, на границе кристалла и вакуума или воздуха. Для фотона такими состояниями будут граница фотонного кристалла и металла, который имеет отрицательный показатель преломления на оптических частотах, вернее, отрицательный эпсилон. Так вот, для одномерного фотонного кристалла, покрытого золотом, наблюдалась локализация вблизи поверхности. И, соответственно, на этой же частоте, на которой локализуется электромагнитное поле, в такой структуре происходит усиление эффекта Фарадея. Также состояние Тама может наблюдаться на границе раздела двух фотонных кристаллов. То есть, грубо говоря, фотон запирается между двумя фотонными кристаллами, никуда деться. И такое вот узкое резонансное состояние приводит к усилению магнитооптики. То есть вот здесь на частоте, на длине волны 800 нанометров. Также в магнитофотонных кристаллах можно возбуждать не только моды, которые, грубо говоря, перпендикулярно слоям распространяются, но также и параллельно слоям. Собственно, вот в этих работах было показано, что при нанесении металлической пленки на поверхность магнитофотонного кристалла происходит дифракция света на ней, и можно таким образом возбудить различные волноводные моды, которые тоже проявляются как резонансы в спектре отражения структуры, а в магнитооптическом отклике можно наблюдать усиление эффекта Кера экваториального. Здесь, вот, в частности, в этой работе можно увидеть, что это не просто магнитофотонный кристалл, но магнитофотонный кристалл с плазмонной структурой. Собственно, если набрать усиление магнитооптики на английском, то вот в 2018 году все статьи выходили со словом плазмоник, плазмон резонанс enhancement.
Plasmonics and Enhancement Magnetooptics и так далее. То есть усиление магнитооптики за счет плазмоники. И дальше я становлюсь немного помнить о том, что такое плазмоника. Возьмем границу раздела двух сред и будем искать решение уравнения Максвелла для ограниченных условий в такой системе, когда волна затухает перпендикулярно границе раздела и распространяется вдоль ней. Совмещение ограниченных условий уравнения Максвелла даст нам решение вот в таком виде. То есть волна может распространяться с волновым вектором, у которого дисперсия выглядит следующим образом. Омега делить на c умножен на корень из произведения диэлектрических проницаемостей, деленный на их сумму. Условие существования такой волны будет в итоге описываться вот таким выражением, когда произведение двух диэлектрических проницаемостей меньше нуля, а их сумма, соответственно, должна быть больше, чтобы все подкоренное выражение было положительным. Вот это условие будет выполняться на оптических частотах для металла, диэлектрическая проницаемость которого неплохо описывается в теории Друды. Тогда для металла, если совместить вот эти все выражения, мы получим для границы раздела металл-диэлектрик, мы получим вот такую вот зависимость дисперсионную. Если нарисовать зависимость для фотонную в диэлектрике, то мы увидим, что эти дисперсии не пересекаются. То есть обычным падающим светом такая волна, плазмон-полиэретон на границе металла и диэлектрика не возбуждается. Поэтому нужно применять особые методы, например, призменные методы, когда свет проходит сквозь призму с большим показателем преломления. Таким образом, мы получаем дополнительное увеличение волнового вектора внутри призмы и можем сместить вот эту дисперсию света уже не в воздухе получаем, а в материале призмы, и она пересекает дисперсионную кривую для поверхностного плазмон-полиэретона. Но также можно возбуждать плазмон-полиэретон и решеточным методом, когда к волновому вектору падающей волны добавляется еще и волновой вектор обратной решетки. То есть здесь вектор G по модулю равен 2π делить на d, где d — это период решетки. И, соответственно, что получается? Так как у нас волновой вектор плазмон-полиэретона зависит от диэлектрических проницаемостей двух сред, и если одна из них обладает магнитооптической активностью, и мы ее перемагничиваем, то, по сути, мы вносим изменение герации в одну из компонент вот этого выражения. Таким образом, мы смещаем вот эту точку пересечения дисперсионных кривых, то есть смещаем резонанс. Ну, собственно, если аналитически все рассмотреть, то появляется для геротропных сред, для плазмон-полиэретонов появляется линейная добавка по наномагничности. Причем в зависимости от ориентации внешнего магнитного поля она имеет разные множители. И, по сути, два варианта на магничность, направление на магничность, или внешнего магнитного поля для структуры приводит к эффектам либо экваториальному эффекту Кера, либо меридиональному эффекту Кера. Мы имеем зависимость волнового вектора от внешнего магнитного поля, или на магничность, но волновой вектор, с другой стороны, у нас жестко задан либо периодом решетки, либо показателем преломления и углом падения внешнего света. Поэтому, грубо говоря, в структуре мы работаем на фиксированном волновом векторе для плазмон-полиэретона, и поэтому у нас смещается резонансная частота, либо резонансная длина волны для возбуждения плазмон-полиэретона. Это приводит к смещению оптического резонанса, и, соответственно, если мы возьмем разность оптического отражения, то получим магнитооптический эффект, допустим, экваториальный эффект Кера, который выражается как резонансный пик. Собственно, вся идея усиления магнитооптики на поверхности плазмонных полиэретонов лежит вот в этой зависимости дисперсии плазмона от внешнего магнитного поля. Собственно, первые эксперименты по такой вот магнитооптике на плазмонах были проведены еще в 70-е годы, только тогда еще не было такого термина поверхностный плазмон-полиэретон. И вот одна из первых статей, возможно, даже первая, называется «Поверхностная
плазменные волны в никеле. И, в принципе, вот если брать ферромагнитный металл, просто на границе с воздухом возбуждать плазмополиэлектрон, то изменения отражения будут достигать максимум 1%, не более. Дело в том, что все ферромагнитные металлы, как правило, имеют большое оптическое затухание. И вот было предложено в начале 2000-х такая структура многослойная, когда ферромагнитный металл уже граничит с благородным металлом, то есть золотом. А потери в золоте гораздо меньше, и поэтому эффективно потери уменьшаются, но при этом свойства металла сохраняются, магнитооптическая активность заложена в кобальте, и плазмон, который бежит по поверхности раздела металл-диэлектрик, он бежит дальше, чем просто по поверхности кобальта, но при этом взаимодействует с ним. И вот здесь видно такой вот узкий резонанс в магнитооптическом спектре отражения. Отмечу, что все плазмонные резонансы, они имеют так называемый Фана-shape, то есть форму, описываемую резонансом Фана, который выглядит вот так вот асимметрично. В такой трехслойной структуре неизбежно присутствуют потери, и спустя некоторое время стало понятно, что можно использовать не полностью металлическую структуру, а вынести магнитооптические свойства в диэлектрик, в котором оптическое затухание мало, а металлические свойства оставить в металле, в котором тоже малое оптическое затухание, то есть в золоте. И вот такие металлодиэлектрические структуры были предложены для усиления эффектов магнитооптических, в частности, эффекта Кера экваториального. В качестве магнитного диэлектрика был использован железоитриевый гранат с замещением висмута. И в такой структуре эффект Кера достигал уже 10 и более процентов. Положение резонансных пиков в магнитооптике хорошо совпадало с положением плазмонных резонансов. То есть, изменяя либо период решетки, либо угол падения света, можно управлять спектральным положением такого магнитооптического резонанса. Структура была использована для усиления эффекта Фарадея, то есть для магнитооптического эффекта для прошедшего света. И аналогично было показано, что эффект усиливается, но при этом не просто за счет возбуждения плазмон-полиэлектрона, а за счет возбуждения гибридных мод. То есть когда есть и волноводная мода, и плазмон-полиэлектрон на границе с металлическими полосками. Собственно, вот такая хитрая мода дает значительное усиление для эффектов Фарадея. Как я уже сказал ранее, период структуры, то есть вот он здесь указан в нанометрах, он влияет на спектральное положение резонанса. Использование, опять же, таких гибридных металлодиэлектрических структур приводит не просто к усилению уже известных магнитооптических эффектов, но также и к появлению нового магнитооптического эффекта, который был назван Only-Tunnel Magnetophotonic Intensity эффект, то есть продольный магнитофотонный интенсивностный эффект. Физика его появления заключается в том, что в такой структуре возбуждается волноводная мода, и внешнее магнитное поле, намагниченность материала, оно приводит к смешению ТМ и ТЕ мод, волноводных мод структуры. То есть оно их связывает. И получается, что в том спектральном диапазоне, где возбуждается сразу и ТЕ, и ТМ мода, изменение магнитного поля приводит к узкому резонансу и значительному изменению коэффициента пропускания света. Здесь дельта — это относительное изменение пропускания света. И, как видно, в эксперименте оно составляет до 25%, а в теории вообще может быть больше 100%. То есть вот такая мощная модуляция света происходит именно в периодически перфорированной структуре. Для плоской пленки это невозможно. И опять же отмечу, что эффект квадратичен по намагниченности. Тут появляется вопрос. Вот в периодической структуре можно получить резонансное усиление на какой-то отдельной длине волны, достаточно узкой, потому что условия возбуждения плазмон-полиэлектрона или волноводной моды определяются периодом решетки и достаточно жестко задано. И появилась несколько лет назад идея о том, что можно сделать это усиление широкополосным.
То есть взять не один период решетки в структуре, а несколько. И получить резонансы не вот на черных линиях, как для структуры с единственным периодом, а вот сразу на многих спектральных линиях. И такая структура должна обладать свойствами, должна иметь сразу много периодов. То есть должна быть, по сути, апериодичной. И вот в представленной статье на слайде была предложена структура, когда полоски золотые чередуются по закону Фибоначчи, то есть являются апериодичными, практически хаотическими. Это приводит к тому, что в структуре существует уже не один период, а набор периодов и обратных волновых векторов решетки, соответственно. И вот это условие будет выполняться для многих длин света и углов падений. И, соответственно, в эксперименте действительно для просто периодической структуры наблюдались достаточно узкие резонансы, в то время как для структуры типа Фибоначчи магнитооптический спектр уже имел гораздо более широкий резонанс. То есть это такое свойство очень интересно для некоторых приложений, когда нужно модулировать свет уже в широком диапазоне длины волн. Ну, до этого момента речь шла о металлодиэлектрических структурах, то есть когда присутствует металл. Но, как мы знаем, металл обладает проводимостью, и неизбежно при взаимодействии со светом он его поглощает, потому что есть свободные электроны, которые хорошо взаимодействуют с электромагнитной волной. И как раз для возбуждения вот плазмон-полиэретонов нужен и металл, и периодичность. И тут появляется вопрос, а нужны ли плазмон-полиэретоны, или можно использовать какие-то еще собственные моды структуры, которые возбуждаются при периодической перфорации структуры, но без металла. И ответ на этот вопрос был дан относительно недавно, ответ утвердительный, то есть вот в 2020 году вышла одна из первых статей в этой области, когда в структуре, то есть в пленке железоитриевого граната, допированную висмутом, сделана перфорация периодическая, и свет, который падает под углом к структуре, он, как и для случая с плазмон-полиэретонами, он дифрагирует, то есть к его волновому вектору добавляется вектор обратной решетки, и таким образом эффективный волновой вектор увеличивается и может совпасть с волновым вектором не плазмон-полиэретона уже, потому что металла нету, а с волноводной модой структуры. И если написать дисперсионное уравнение для волноводной моды, в частности для ее волнового вектора, то очевидно, что этот волновой вектор зависит от диэлектрической проницаемости железоитриевого граната, которая обозначена N2 в квадрате, ну то есть показатель преломления N2, который зависит, конечно, от внешнего магнитного поля, так как гранат обладает магнитооптической активностью. И получается, что изменяя направление внешнего магнитного поля, мы можем управлять вот показателем преломления этой моды, соответственно, сдвигать резонанс по длине волны. И авторы статьи экспериментально показали, что действительно существуют резонансы поглощения, то есть вот провалы в спектре пропускания этой структуры, которые совпадают с условием фазового синхронизма для волноводных мод, то есть опираясь вот на это соотношение векторное и вот это уравнение, они получили хорошее описание вот этих зависимостей дисперсионных и магнитооптический отклик на этих резонансах тоже присутствует. При этом он составляет несколько процентов, что, конечно, гораздо больше, чем для пленки, когда нет перфорации. Вот. И, ну, справа на слайде показаны результаты численного моделирования, которые хорошо описывают экспериментальные данные. Таким образом, резонанс на волноводной моде тоже дает усиление магнитооптики. Как видно из геометрии задачи, проекция вектора падающей световой волны на плоскость пленки зависит от синуса угла падения света. И, соответственно, меняя этот угол, можно менять положение резонанса, ну, собственно, что и видно на вот этих графиках. То есть в зависимости от угла длина волны резонанса смещается. Но также видно, что условие фазового синхронизма зависит от вектора обратной решетки, то есть от периода решетки. И авторы посмотрели
вот для разных значений периода, как выглядят спектры магнитооптического эффекта Кера. Ну, видно, что с изменением периода спектральное положение резонанса тоже меняется. Ну, тут появляется вопрос, а нужна ли именно решетка железоитрового граната? Ну, то есть чисто такой практический вопрос, потому что обрабатывать железоитровый гранат достаточно нетривиальная задача технически. Вот авторы другой работы решили, что можно использовать, в принципе, любую периодическую структуру, и использовали фоторезист, который гораздо проще наносится и обрабатывается методами а, масковой литографии. И они вот изготовили такую решетку, тоже периодическую структуру, и при дифракции на ней свет возбуждает волноводную моду. Но здесь вот использована немножко другая геометрия, когда волноводная мода распространяется не поперек магнитного поля, как на предыдущем слайде, а вдоль него. И они показали, что тоже существуют резонансы в пропускании, то есть резонансное уменьшение пропускания. И, соответственно, опять же, изменение направления магнитного поля приводит к смещению, и вот в итоге мы видим усиление магнитооптического эффекта на пропускании. Ну вот если в 2018 году можно было набрать усиление магнитооптики в Гугле и увидеть, что в основном все запросы, все ответы дают нам усиление на плазмон-полиэретонах, то в 2020 году уже этот запрос приводит к тому, что появляются ответы в виде метаповерхностей, то есть метасерфейс, и резонансов МИ. Причем тут интересный факт, что если отдельно написать магнитооптик, то будет вот 4 на первой странице результата про резонансы МИ и полностью диэлектрических структур, а если написать слитно, то вот уже только один. Ну, что же такое резонансный МИ и что же это за структуры полностью диэлектрические? Дело в том, что есть раздел фотоники, недавно появившийся, в котором изучаются так называемые метаматериалы. И в 2000-х годах было показано, что вот такое разомкнутое кольцо, по-английски split ring resonator, он демонстрирует интересный резонанс, когда на него попадает свет. То есть оптическая волна возбуждает электрические токи в этом проводящем кольце, а эти токи возбуждают еще и магнитный дипольный резонанс. То есть получается, что в такой хитрой структурке маленькой мы имеем и электрический диполь, и магнитный диполь, либо квадруполь, в зависимости от порядка резонанса. И вот эта наука развивалась активно в 2000-х годах, а в 2012 году вышла пионерская статья, которая так и называется Magnetic Light, то есть магнитный свет, в которой вместо проводящего контура использовалась диэлектрическая частица. Вернее, как использовалась. Авторы этой статьи увидели, что при абляции кремния фемтосекундным лазерным импульсом ну, грубо говоря, они стреляли лазерным импульсом вот в эту точку, и она взрывалась, и точки, вернее, шарики кремния на поверхности остальной пленки, они в темном поле имели разный цвет. И появился вопрос, а почему? То есть, как бы везде это кремний, но цвет разный в рассеянном свете. И оказалось, что как раз в зависимости от размера частицы резонансная длина волны вот этого резонанса, в котором участвуют уже не токи проводимости, как для металлической структуры, а токи смещения. Резонансная длина волны будет зависеть от размера резонатора, то есть от размера частички. Вот. И после этой работы начался бум исследования, то есть сферическая частица, есть только один параметр, радиус, и начали исследоваться еще и цилиндрики, в которых есть уже два параметра, то есть высота и радиус цилиндра. И вот было показано, что есть электрический диполь, магнитный диполь,
и сечение рассеяния, оно имеет два резонанса уже. И в зависимости от соотношения радиуса и высоты можно менять отдельно резонансное положение магнитного диполя, электрического диполя и совмещать их, либо разводить по длинам волн. Вот. И здесь принципиально то, что эти частицы, они полностью диэлектрические, то есть в них нету свободных зарядов и рассеяния энергии в тепло, во-первых. А во-вторых, эти частицы должны обладать большим показателем преломления, чтобы свет концентрировался внутри. Для кремния в оптическом диапазоне этот показатель преломления порядка 4. А, То есть огромный. Обычно больше 2 материалы не демонстрируют показатель преломления, либо демонстрируют еще большое поглощение. Вот кремний оказался таким уникальным материалом на первом этапе. Но для наших лекций важно то, чтобы материал еще обладал магнитооптическими свойствами, а кремний, он не имеет магнитооптической активности. И, естественно, вот метаматериальщики, они пытаются управлять своими резонансами не только за счет геометрии, но вот одна из возможностей – это магнитное поле. Всего лишь несколько работ на данный момент существует в этой области. Вот одна из попыток создать такую гибридную структуру, то есть кремний, те же самые цилиндры кремния, которые проявляют магнитный дипольный резонанс, покрытые никелем. То есть с одной стороны кремний дает вот эти резонансы ми, цилиндр кремния, а с другой стороны никель, как ферромагнитный металл, дает магнитооптическую активность. Вот здесь на вставке представлен график, на котором показан провал в пропускании, то есть есть резонанс поглощения, который связан с резонансами ми в цилиндриках. И, соответственно, на этом же резонансе виден пик усиления магнитооптического эффекта, ну, такого резонансного усиления. Ну, соответственно, авторы провели микромагнитное моделирование и показали, что действительно на этих длинах волн, на которых виден резонанс магнитооптики, происходит концентрация электромагнитного поля внутри частицы. Соответственно, так как никель нанесен на поверхность частицы, то поле, которое концентрируется внутри частицы, световое, оно частично выходит наружу и взаимодействует с никелем. И было показано, что электрический диполь и магнитный диполь, они работают для усиления магнитооптики такого резонансного. Ну, в принципе, на этом наша лекция подходит к концу. И еще раз остановлюсь на главной ее идее, что если в структуре, которая обладает магнитооптической активностью, присутствует оптический резонанс, то изменение внешнего магнитного поля приводит к его смещению по частоте, ну или по длине волны. И это отражается в магнитооптическом сигнале. То есть это вот основная идея. И для этого можно использовать практически любой оптический резонанс. И на лекции были рассмотрены резонансная мода в фотонном кристалле, то есть в микрорезонаторе Фабри-Перо, оптическое состояние тамма на поверхности фотонного кристалла, волноводные моды, поверхностный плазмон полиэретоны. Причем волноводные моды были рассмотрены в том числе и для полностью диэлектрических структур. Какие-то гибридные моды, когда и плазмон полиэретоны, и волноводные моды между собой гибридизуются в металлодиэлектрической структуре. И вот финальная часть была посвящена резонансным ми, который только появляется в магнитооптике, из-за того, что достаточно мало материалов обладает большим показателем преломления. Либо обладает большим показателем преломления, но не обладает магнитооптической активностью. На этом все. Спасибо за внимание.